Угадайте, с кого начал цикл документальных фильмов о главных людях страны государственный канал «Арти Россия». С главного редактора омерзительной русофобской радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Именно этот человек, в нарушении закона не ликвидирующий презираемые народом СМИ, по мнению «Арти», достоин звания главного человека России. Возникает вопрос, может именно для этого Маргарита Симонян и набрала на «Арти» либералов вроде Антона Красовского. Мало какой политически активный россиянин не скажет пару ласковых слов, услышав название самого одиозного крякольского СМИ страны. Того самого, главный редактор которого, видимо, спасает редакцию от закрытия путем давления на акционеров. На этом фоне лично мне было омерзительно увидеть, как телеканал «Арти» пиарит Венедиктова устами Антона Красовского. А вот и первый, не связанный непосредственно со мной, продукт «Арти Россия». Это цикл документалок о главных людях страны. Начали с Венедиктова. Посмотрите. Оказывается, по мнению редакции «Арти России», либеральный вождь «Эхо Москвы» стоит первым в списке главных людей страны. И на то, чтобы снять об этом фильм, была истрачена аж неделя рабочего времени, оплаченного из государственного бюджета. На протяжении целой рабочей недели мы преследовали Алексея Венедиктова с камерами. Снимали, как он проводит летучки на «Эхе Москвы», придумывает новые радиопередачи, следит за эфиром, грозится уволить сотрудников, шутит с Тиной Канделаки, критикует Станислава Белковского, встречается с московскими префектами, заседает в Общественной палате Москвы, генерирует идеи и новые проекты. А еще из этого видео вы узнаете, почему Венедиктов живет в гостинице, как воспитывает сына и зачем, как он сам говорит, устраивает судьбу мира. Каков пафос. Надо же, Венедиктов не только судьбу мира устраивает, но и воспитывает своего давно совершеннолетнего, но уклоняющегося от призыва в армию сына. Как будто общество не в курсе, каков продукт этого воспитания. Скажите, уважаемые подписчики, если бы от вас зависело, на что тратить рабочее время журналистов «Арти», вы бы одобрили съемки фильма о либерале в качестве одного из главных людей страны? Полагаю, что не только не одобрили бы, но напихали полную панамку тем, кто попытался бы одобрить. Однако, увы, политика российских медиа-менеджеров вроде Маргариты Симонян от нас с вами не зависит. И потому они делают, что хотят. Например, набирают на работу специфических людей, вроде того же Красовского. Я вот вроде бы и спокойно к нему отношусь, даже цитировал как-то его нападки на других кряклов. Но вместе с тем считаю, что у него есть своя ниша. Пока журналист Красовский делал документалки об эпидемии коронавируса и проблемах медицины, он был на своем месте. Но как только ему поручили брать интервью у пресс-секретаря президента России, так все, пошел в разнос. И мне трудно не согласиться с тем, что написал по этому поводу публицист Александр Роджерс. Вот объясните мне, я искренне не понимаю. В России тысячи журналистов, десятки тысяч. Но почему-то брать интервью пресс-секретаря президента отправили единственного из них открытого гея. Зачем? Он что, выдающийся журналист? Блестящий интервьюер? Да ни разу. Это интервью невозможно дослушать до конца. Оно до невозможности нудное. И не из-за Пескова, а именно из-за Красовского. Он приперся на интервью в носках в сеточку, заложил ногу на ногу, поигрывал туфелькой и больше часа облизывал дужку очков. В общем, вел себя как не мужчина с пониженной социальной ответственностью. Спасибо Путину за точность формулировок. Сидеть и мусолить ртом перед собеседником дужку очков – это что? Верх журналистского профессионализма? Или просто способ показать свою ориентацию? Это что за новая форма интервью с госчиновниками такая? Содержание, впрочем, еще хуже. Данное интервью абсолютно либеральное по сути и совершенно неинтересно русскому народу. Почти 15 минут обсуждать отравление Навального, да половина населения России вообще не знает, кто это. А остальные скажут, это какое-то чмо, из-за которого против России новые санкции ввести хотят. Потом навязчивые попытки Красовского сделать Россию крайней. То запредали армян, то забросили украинцев и белорусов. Все тупо, шаблонно, по методичке. Скучно. Песков тоже отжигал местами. На его словах про политическую мудрость Пашиняна я чуть не прибил себя фейспалмом. Что там Владимир Владимирович про пургу несет, говорил. Ну и в конце немного на действительно актуальную тему, как идет борьба с пандемией. Хотя на эту тему вообще-то нужно разговаривать не с Песковым, а с профильными министерствами и специалистами.
То есть, как и в случае с фильмом о Венедиктове, рабочее время журналиста, которому платит деньги российское государство, было истрачено на продвижение антироссийского либерального нарратива. Вам это надо? Мне вот точно нет. Если уж на то пошло, то верно написал Роджерс. Пескова, как пиарщика, надо было спрашивать не о мудрости обделавшегося Пашиняна, а об информационной войне Запада против России. Там реально горячих тем в вагон. Например, как господин Песков относится к цензуре в западных соцсетях и площадках? К тому, что журналисты Нью-Йорк Таймс призывают банить даже правдивую информацию, если она может быть использована против Демпартии США. К тому, что Твиттер цензурирует даже действующего президента США, а телеканалы прерывают трансляцию его заявлений, потому что нам не нравится, что он говорит. К тому, например, что YouTube удалил канал Newsfront, у которого 460 тысяч подписчиков и почти 500 миллиона просмотров, причем без объяснения причин. К тому, что Google и другие западные поисковики вырезают из своих поисковых раздач многие российские СМИ, журналистскую правду в том числе. Но ни о чем из названного Красовский не спросил. Он только непрерывно лизал дужку очков, поигрывал туфелькой и транслировал антироссийскую повестку. Нужны Арти такие сотрудники, как он, Мария Баронова, другие набранные Маргаритой Симонян либералы? По-моему, нет. А как по-вашему, уважаемые подписчики?